Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Таро прогноз июнь и июль 2025 года. Момент перехода между прошлым и будущим. И я должна сказать, что на самом деле это судьбоносный шанс нам дает пространство Вселенной вот в эти 2 месяца, как и с чем-то определиться. Возможно, договориться в тех случаях, прежде если это было сделать сложно, что-либо для себя прояснить, оформить документы, помириться, если это необходимо, за счет планетарных добрых транзитов. И вы это должны прочувствовать особенно остро, в хорошем смысле, потому что планета Юпитер, который связывает с планетой подарков, большого счастья, входит в ваш знак зодиака. И если насчет подарков счастья, ну, наверное, будем реалистами, но на самом деле это добрый транзит, более гармоничный для всех знаков зодиака. Но поскольку это происходит именно в вашем знаке зодиака, Рак, значит, эти энергии, они особенно добры будут к вам. Но надо сказать, что это время тоже не будет длиться вечно, хотя задержится ровно на год, даже чуть больше в вашем знаке зодиака Юпитер. Но все же тенденции июля, они будут связаны с тем, что планета Уран, мы знаем, что это революционных каких-то инноваций или внезапностей, все же Уран. Тут невозможно даже предугадать, с какими событиями это может проиграться. Так вот, планета Уран переходит в знак зодиака Близнецы. И этот транзит мы можем чувствовать в июле, как словно неведомая сила заставляет нас принимать важные решения. Или, может быть, мы можем чувствовать даже такое необъяснимое состояние, как в пространстве ломаются какие-то шаблоны, устои, и нас заставляет тоже измениться. Вот эти 2 месяца – поистине судьбоносный тем, что у нас есть шанс многое изменить. Причем, начиная с июня, в более добром аспекте, в более гармоничных энергиях. Ну, где-то приготовиться к тому периоду, когда все будет меняться. Вообще, главная задача до конца 2025 года – адаптироваться. Потому что жизнь не бывает полностью предсказуема. И порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Давайте посмотрим. У нас сегодня колода, по сути, это метафорические карты. Называется 78 дверей. Вот давайте посмотрим, какие карты выпадут, что они нам подскажут. Принципиальное значение имеют двери. Открытые, закрытые, в чьих руках ключи. И мы достанем энергии июня, да, 3 карты. Уже события ближайшего будущего, потому что совсем близко месяц июнь. С чем это будет связано? Месяц июнь для знака зодиака Рак, для вашего месяца. Какие события? И энергии июля. Тоже события будущего. И если мы сказали момент перехода, давайте достанем 3 карты как связующее звено между июнем и между июлем. К чему же все идет? Или для чего вот это все нужно было? Перемешаем колоду и продолжим. Первую карту назовем. В каких сферах жизни вы будете принимать важные решения? Или, может быть, какая-то подсказка, чего это может касаться? Что идет? А что придет взамен? Достанем такую карту, все же у нас лето, поездки, перемещения, переезды, может быть и отдых, путешествия. Ваши проекты, ваши достижения, ваши планы. И следующая карта, что же будет дальше, имеется в виду после июля. Какое продолжение следует и чего ждать дальше, да? Давайте достанем, откроем карты, посмотрите. Королева Пентаклей, вопросы дома. Ух ты, ну правда. Планетарные транзиты, нечего сказать. Спокойное время. И то, что я говорила, в планетах даже, да, вот июнь месяц, он максимально благоприятствует для того, чтобы мы
сумели или успели отдохнуть для того, чтобы мы себя где-то не тормошили. И даже если нам нужно принимать какое-то важное решение, чтобы мы сделали это не на надрыве эмоциональном, а вот так спокойно. Но первая карта у вас выпадает королева Пентаклей. Это часто придворные карты двора, именно пентаклевые, как и королева, так и король, может свидетельствовать об отношениях в паре или делах семейных, делах, связанных с родственниками, может быть, и вашего партнера, или даже далеких родственников. Дома мы можем что-то обустраивать, решать некоторые вопросы, согласовывать как по документам, так и по финансам. Но эта карта – это всегда благополучие карта, причем так в квадрате. И обратите внимание, нет закрытых дверей для вас. И как будто королева Пентаклей, уверенная, спокойная, все идет своим чередом. И вот она уже ждет, как два человечка сейчас заходят и будут помогать ей считать сокровища. Ну, правда, спокойное течение жизни. И если мы говорим, здесь закрытых дверей нет, а следующая карта, туз Пентаклей, это где-то помощь высших сил, это ресурсное время, безусловно. Но если так переложить на нашу земную реальную жизнь, можно получить деньги, можно какие-то согласования провести по документам, извините, по деньгам. Все же Пентакли – это у нас материализм, правда? И все то, что мы можем осязать, оно нас радует, это правда. Здесь какая-то финансовая составляющая, которая буквально будет вас радовать. И с учетом аркана умеренности вы никуда не торопитесь. Может быть, это и время для отдыха. По тузу Пентаклей все двери закрыты, обратите внимание. Но не в этом дело, это для сохранности. А здесь как будто нам женщина показана. Ключи в ваших руках. И неважно, кто меня смотрит, мужчины или девочки. Правда, тут у вас все под контролем. Но все же не забываем, что туз Пентаклей – это у нас словно зернышко, да. Это как начинание будущих побед. Поэтому кто-то из вас может обучать какие-то новые направления, изучать точнее, или отправиться учиться, может быть, какому-то ремеслу, или просто будете даже онлайн что-то изучать. Это не ради любопытства, а потому что вы, кстати, вы люди интуитивные, вы можете чувствовать, что действительно время меняется, и необходимо мне сейчас добавить каких-то знаний. Вполне вероятно, это будет с каким-то образом связано либо с преувеличением вашего дохода, или, может быть, и по работе. У кого-то это может быть и личный проект, или начало личного бизнеса собственного, или если есть уже какой-то бизнес у вас, или дело, да, чем вы заняты. Вы здесь можете что-то реструктурировать, улучшать, переделывать, но для вас это все со знаком плюс. Причем вот в таких спокойных энергиях. Вот все идет своим чередом у вас, правда, в июне. Июль. Продолжает тематику пентаклей или денег. Девятка кубков – это карта самодостаточности. Безусловно, это где-то решение вопросов по финансам. Нам показан человек, который, в принципе, всем доволен. И часто по этой карте вот те, кто занимается личным делом, творчеством, или пусть вы даже работаете, к примеру, в организации, имеете диплом, профессию, уже все у вас как бы устоялось. Но вы можете задуматься, построить карьеру. Почему? Самодостаточность имеется в виду, когда вы не на вторых ролях, а когда вы руководите процессом. И пятерка кубков. Вот я говорила, июль месяц действительно для нас, это касается абсолютно все знаки зодиака. Потому что Уран на самом деле непредсказуемые моменты, когда тут, наверное, ни один прогноз с гороскопом не поможет, потому что это ж Уран. И теоретически мы можем ожидать, знаете, внезапные какие-то новости, информация, причем сродни той, которая все с ног на голову может переворачивать. И это не значит, что это касается лично нас. Скорее всего, нет. Это будет какая-то, ну, как общая температура по больнице или что-то такое, как, к примеру, средства массовой информации. Могут быть и какие-то новости от конкретных персон. И пусть это даже вот напрямую вас не касается, но каким-то образом задевает, или вот та информация, которую вы будете слышать в июле, ее нужно все же как-то переосмыслить в отношении самого себя.
Потому что здесь может быть такое, знаете, как первая ласточка последующих перемен. И не случайно, потому что у нас с июля месяца и до 9 ноября Уран будет в знаке зодиака Близнецы. Вот такой короткий реверанс он делает в знаке Близнецы, а потом он вернется в Телец и пробудет там до 27 апреля 2026 года. И давая таким образом возможность для представителей знака стихии, точнее, земли, поскольку в Тельце, но также и воды, поэтому это вас тоже где-то будет касаться, стабилизировать какую-то либо обстановку, либо какое-то дело. Или вот все те инновации, которые запустил Уран, пока он находился 7 лет в знаке зодиака Телец, и вы это тоже могли ощущать. Хоть вы и не принадлежите к знаку Земли, но тем не менее знаки Земли и знаки стихии воды, они как раз и чувствовали более остро, могло что-то и рушиться, или какой-то вроде бы уже был шаблон, или была какая-то по работе, может быть, уже отстроенная ваша позиция или система, а вот тут тоже что-то меняется. И опять же, это не вы запускаете этот механизм перемен. Это либо внешние события, либо вот смена руководства, и говорят, новая метла по-новому метет. То есть вот здесь самые разные, мы ведь не знаем, в какой из сфер жизни это может проиграться. Но пока Уран с июля до ноября находится в Близнецах, вот за эти месяцы мы можем так себе прочувствовать, с чем или чего будет касаться перемены, когда Уран переместится в Близнецы и останется там на 7 лет уже в апреле 2026 года. Поэтому с учетом вашей интуиции, тут, правда, вы можете для себя, ну, какие-то параллели провести. Ну, вот смотрите, давайте к нашим картам вернемся. И именно в этой колоде мы говорим двери, горят двери. И глядя на эту карту так со стороны, мы понимаем, что ж ты там ждешь. Прыгать пора, правда? Но явно боится эта девушка, потому что она не прыгала никогда со 2-го этажа. Она кричит на помощь, а мы видим сумерки, и даже вблизи никого нет. И надеяться-то, в общем-то, не на кого. И поэтому нам как будто нужно сделать что-то такое, от чего мы сами можем удивиться, или чем мы прежде не занимались, или так мы не поступали. Здесь может быть какая-то обстановка, или пусть это от новости какой-то будет зависеть, когда вы будете на самом деле принимать важные решения. И вполне вероятно, время не упустить. Вы, кстати, можете просто новость даже услышать. Посмотрите, у нас двойка жезлов, словно девушка телепортируется через дверь. Правда, слушайте интуицию. Потому что вот есть такая фраза «сорока на хвосте принесла». Знаете, случайно услышанные, кем-то сказанные слова, вы их вот, ну, просто поймали. И они могут для вас сложить какой-то пазл. Если вот, к примеру, вы думали, а у вас как раз что-то не сходилось. И неважно, чего это касается, работы или какого-то проекта, но больше именно дела, работа, бизнес. Почему? Потому что у вас жезлы. Вы можете услышать какую-то новость и, продумывая свои намерения и цели, вот как раз даже то, что со знаком минус, для вас может означать какой-то плюс. Здесь самое главное будет себя самого, безусловно, сохранять, потому что девятка у нас кубков выпадает, и есть что сохранять в плане материальном. И значит, июль месяц где-то адаптироваться к той ситуации, которая буквально приходит на порог. Или к той информации, с которой вам придется взаимодействовать. И если вы бы прежде прогоняли от себя какую-то мысль или говорили, не, мне показалось, все-таки телепортация через дверь, если мы говорим об этой колоде карты, мы сказали, что двери играют роль, и вот двери-то вроде закрытые, но для вас закрытых дверей нет. Но каким-то альтернативным способом, инновационным, согласно Урану, вот что-то такое. Давайте узнаем, и к чему же это все идет. А у кого-то перезагрузка по работе. Шестерка мечей – это карта заслуженного успеха. Может быть, вы свой бизнес, который офлайн будете переводить именно онлайн. Может быть, магазин, была какая-то торговая точка, но я для примера. А теперь вы будете через интернет. Или, может быть, вы работали
тоже куда-то отправлялись в офис, а тут удаленная работа. Надо сказать, что по шестерке мечей очень хорошо проходит как и работа на самого себя, так и работа на дому, работа из любой точки мира. И что это? Это все цифровые технологии. И кто-то будет изучать, может быть, все или те позиции, которые для нас, наверное, с каждым днем появляются все новые и новые, и это касается как и искусственного интеллекта, может быть, нейросети или какие-то новые платформы, может быть, маркетплейсы. Ну, до бесконечности можно продолжать, а кто-то просто сядет учить языки, потому что вы надумаете куда-то переезжать. И ведь шестерка мечей может как раз и означать. Вполне вероятно, вы задумаетесь о переезде. Кто-то о переезде поближе, может быть, кому-то его вы отправляетесь в отпуск, а приходится работать, то есть держать связь с вашим офисом, или, может быть, вы сами руководитель, или это ваше личное дело. Все-таки вот какая-то работа, работы будет много, тем не менее, да, есть чем заняться. Есть дела и личного плана, безусловно, то, что касается благополучия, дома, да, но, видимо, где-то вы можете интуитивно даже чувствовать, вот как я говорила до карт, что-то преломляется в нашей реальности, и мне себя нужно перестроить. Поэтому у кого-то изучение иностранных языков, а у кого-то, может быть, и языка программирования. А вполне вероятно, это еще и может быть связано работа с командировками у кого-то. Все-таки и перемещение, пространство, эфир, интернет, все проходит по этой карте. И это карта заслуженного успеха. Вы хотите успеха, вы хотите признания, и у вас это все получится. Доброе время, потому что Юпитер, считайте, в первом доме гороскопа, это как символ вашего нового «я». На год перемещается ваш знак зодиака, а потом он перейдет из вашего знака зодиака как бы в Лев, но в вашем доме гороскопа он во втором окажется. И это то, что символично финансам. Поэтому какая-то финансовая история с помощью Юпитера, да, во втором доме гороскопа, это уже с заходом на 27-й год, это для вас добрая энергия. И вы можете определяться, начиная с июня. Вот такую, мои дорогие, вы можете брать далекую дистанцию. Я не случайно перечислила эти транзиты, но так как вижу именно я, что они нам могут вообще принести. Поэтому, если что-то подобное, какие-то мысли у вас уже присутствуют, не гоните их от себя. Это, правда, не просто так, для чего-то это имеет значение. Более чем изменить статус. Я говорила, стать популярным, император. Может быть, получить какую-то ведущую должность. Или все зависит от того, что вы хотите осуществить. Здесь будет прекрасное время, как и для построения планов на будущее. Вот все то, что я сейчас только что сказала. Потому что тройка жезлов – это и есть как раз карта будущего. И причем мы не бросаемся с места в карьер. А здесь мы переосмысливаем, что имеет смысл продолжать, а что уже как балласт. И может быть у вас много согласований, потому что по императору это где-то и вы сами можете быть, когда вы именно задумаетесь достичь определенного уровня или, как мы говорим, качества жизни. Не на второе место себя поставить, а на первое. А для кого-то из вас это важное согласование. И карта нам сразу дает совет, вот промежуточный период или к чему все идет, правда, может быть и много документов, возможно, и подписаний каких-то, ну, может быть, у кого-то и налоги тут может быть, или перевод бизнеса, как реструктурировать вы будете что-то. И вот контактных людей у вас, которые занимают, может быть, более такие начальственные позиции, или люди власти, у кого есть механизмы влияния, длинные руки мы говорим, да, это все то, что соответствует аркану император. И вам придется, может быть, общаться с людьми больше, как раз которые стоят выше по ступеням иерархии. И карта говорит: уважай власть, не иди против власти, против той системы, в которой ты находишься. Наоборот, у тебя будут добрые энергии со всеми договориться. А вы ведь люди, великие дипломаты. А плюс еще ваша интуиция, вы при беседе с собеседником, ну, есть у вас такое прекрасное качество, вы можете прочувствовать, в каких энергиях человек,
Все-таки и начальники, и чиновники, и люди власти, они тоже люди. И разное настроение бывает, и не все у них там может ладиться в личной жизни, и у кого-то это переносится на работу, эти энергии. Ну, правда, и так ведь бывает, верно? Но вот прочувствовать настроение собеседника и правильную какую-то концепцию разговора, вот в этом тоже будет ваша сильная позиция. Вот если вы что-то задумали, просчитали, плюс готовы корректировать свой план в зависимости от обстановки или как пошла тема какой-то важной беседы, для вас, мои дорогие, нет ничего невозможного. К чему, мы спросили, все идет? Да, к благополучию, по сути дела, идет. И поэтому всеми методами нужно сохранять как свою финансовую стабильность. Это первое, потому что все же о пентаклях, или мы говорим денежная тема, она во всех этих трех триплетах присутствует. И в то же время, если необходимо принимать какое-то судьбоносное решение или как судьбоносный шанс, тут ведь это может быть шанс, мои дорогие. Это условно мы говорим, двери горят. А ведь эти двери могут гореть не буквально, я надеюсь, все это понимают, это метафора. Когда вы просто можете чувствовать, или я сейчас на это решусь, или я упускаю время. Вот я надеюсь, что для большинства из вас какая-то подобная ситуация может быть в июле. Идем дальше. В каких сферах жизни вы будете принимать важные решения? Вы знаете, вот тройка мечей, смотрите, кто-то будет решиться выходить из одиночества и наладить свою личную жизнь. Кто-то из вас, может быть, и были какие-то разочарования, может быть, и было предательство, недопонимание. Вам захочется это все оставить в прошлом. По тройке мечей всегда идет какой-то наш грустный опыт, но он нас научил. И, кстати, двери здесь открыты. Тут будет самая главная задача не застрять в собственных эмоциях со знаком минус. Мы говорили уже, нет ничего невозможного, но просто контролировать, не позволять самому себе устроить глубокую философию по поводу прошлых событий. Событие закончилось, и эмоции оставьте там же. Но какой-то опыт, который вы уже пережили, он тоже был не случайен. Он тоже где-то словно по судьбе. И значит, вот эту ошибку мы не повторим. Хотя я не исключаю, что, может быть, для кого-то люди из прошлого даже случайно вы встретите. И это послужит вам, ну, так как стимул продумать или вспомнить то, что было прежде, и, может быть, сравнить с днем сегодняшним, если ситуация чем-то схожа. Здесь вам опыт просто будет помогать для того, чтобы не найти где-то старые грабли, я бы сказала, но все же выход вот из этой темноты, из каких-то разочарований. Вот тут у кого какой сферы касается, вот это словно завершается. Что же уйдет буквально? Да, вот уйдут какие-то, может быть, бесполезные ожидания. И нам показан король кубков. Ваша карта. Вы действительно могли ждать какого-то конкретного человека. У кого-то из вас, мои дорогие, меня смотрят люди из разных стран, разочарование, потому что за счет силы непреодолимых событий разрушилась семья, может быть, или разрушенный дом, да, отсутствие, или вам пришлось куда-то переместиться, переехать, и вот это тяжелое состояние, наше внутреннее, вот эта боль, как сгусток, который все никак не отпускает, и мы вроде бы, мы умом понимаем, что бесполезно, скорее всего, кого-то ждать. Это точно так же можно переложить на другую ситуацию. Пусть вы не столкнулись вот с такой силой непреодолимых событий или с каким-то, ну, вопиющим случаем, когда в отношении вас было, ну, что-то проявлено, не самые какие-то красивые действия, или в обстановке вы такой оказались. У каждого тут своя ведь боль, согласитесь. Ну вот разочарование, которое глубоко в нашей душе сидит, может быть, мы еще надеемся, что что-то, или надеялись, что что-то возобновится, или придет человек, и тут у каждого по-своему, или кто-то из прошлого откликнется. Вот я тут вижу, у вас именно вот эти две карты, заканчивается какой-то период ожидания. Он просто вас составляет эмоционально. И вы не препятствуйте, потому что если умом мы понимаем, что, ну да, какая-то история должна быть закончена, завершена,
Нет смысла об этом вспоминать, травить словно рану в глубине собственной души. Потому что пока мы снова и снова возобновляем через воспоминания прошлую боль, она словно нас продолжает жить. А нам нужно, мои дорогие, освободиться от этого, освободить пространство для чего-то нового. Потому что оно как раз вот это новое благополучие пытается войти в вашу жизнь. Будьте добрее к самим себе. И я так думаю, что вот эти разочарования, они уже сами, как из прошлого, пытаются оттолкнуться от вас. Вот и не удерживайте все искусственно. Что придет взамен? Ну, видимо, какой-то период, еще июнь-июль, мы можем словно блуждать в потемках. По пажу кубков, это, знаете, вы, кстати, можете и столкнуться даже с таким человеком, вот как по этой карте. Мы не можем сказать, что на это можно опереться или на человека положиться. Вам тут все-таки на самих себя и на проверенных людей. Проверенных, которые уже, вот как нам карты показывали, которых вы знаете. А может быть, они и действительно проверены в разных сложных житейских ситуациях. Значит, новые люди могут прийти в вашу жизнь, и непонятно, как к ним относиться. Поэтому не торопитесь делать выводы. Прошлое отпускайте, будущее встречайте, но и еще пока не время выносить вердикты. Почему? Нам человек показан, идет с какой-то рогатиной, ну, хотя говорят, это лоза, он ищет воду. Кто-то мне написал, ну, давайте будем реалистами в наше время. Уже 1001 способ найти воду более достоверно и не мучиться с лозой. По сути дела, человек убивает время. Поэтому, с одной стороны, вам нельзя терять время. Вот все то, что я говорила, в виде каких-то воспоминаний, которые уже и ситуация закончилась, ну, там же оставить и эмоции следует. Но это может быть еще и новый человек, просто который вам непонятен. И, может быть, пока вы какой-то с ним опыт не пройдете, не торопитесь брать обязательства, к примеру, или что-то обещать. Просто присмотритесь, потому что здесь июнь, июль, здесь на повестке дня, каждого дня, вот этих 2 месяцев вы сами. И поэтому время продолжать те проекты, которые важны для вас. Но и в то же время все же новые люди пусть входят в вашу жизнь, потому что на смену вот этой темноте должен наступить рассвет. Путешествия, переезды или какие-то перемещения. Перемещения тут как будто нам уже спрогнозировали карты. А вверху аркан император, а это аркан правосудия. Да, тут вам дипломатия помогает. И вот эти двери, которые как в какую-то организацию, а может быть и в зал суда, потому что здесь у нас весы, да? Недаром, что это как правосудие. Может быть, и правда вот для кого-то из вас те вопросы, которые потребуют, чтобы вы обратились к юристу, к адвокату, или нашли более достоверную информацию, или вы будете оформлять какие-то документы. Но мы все разные, у кого-то могут быть и прения. Может быть, вы пытаетесь решить некоторый вопрос, который у вас как слушание в суде, именно путем медиаторства. И где-то карта это советует. Почему? Двери закрыты, вот такие толстые, большие. И, кстати, ни ручки нет, ни ключей нет. И нам показаны трое, которые спорят на ступенях. И карта нам говорит, все зависит от того, как ты сумеешь договориться. Мы уже с вами на эту тему говорили. И будьте дипломатами. Не случайно весы, да, нам вверху над дверями изображены, но как символ правосудия Фемиды, но еще и одновременно умение услышать друг друга. И благодаря дипломатии, мои дорогие, да любые двери откроются. И, скорее всего, будет много, может быть, мелких перемещений, согласований, путешествий по кабинетам чиновников, такое тоже может быть. Или просто вы планируете какой-то переезд. Мы ведь все разные. И вам нужно узнать, как поступить наверняка или правильно оформить документы. И значит, все равно какие-то инстанции подразумеваются, и карта вам дает совет. У вас должно быть все по законам. Поэтому перепроверяйте ту информацию, которую вы подписываете на бумаге. Может быть, если это даже банковский документ, не сочтите за труд и еще раз все просчитайте. Здесь себя нужно беречь.
Здесь и закон отчасти вас бережет. Вверху аркан императора, я сказала, мы против власти не идем, но вот против закона тоже. И буквально закон сохраняет, если мы что-то оформляем по закону, прописываем на бумаге. И значит, ваша жизнь будет более стабильной, как бы под охраной закона. Ваши планы, ваши достижения. Но, видимо, вот такой период, обратите внимание, Луна в этой именно колоде карт. Хотя у вас с Луной вы по-своему чувствуете, светило это. И это, конечно, опять же про интуицию, про что-то как неопределенность, да. Всегда идут по Луне неопределенности, и карта нам говорит, выглянет солнце и все встанет по своим местам. Но если мы с вами смотрим именно эту колоду, и двери, говорим, какие двери открыты, вот обратите внимание, какая-то покосившаяся дверь, а у нас есть персонаж, девушка, которая ожидает ребенка. То есть нам где-то говорят, тот или иной процесс, какой-то он быстро не решится, может быть и какой-то вопрос. Опять же, мы можем эту фразу или то, что я сказала, выглянет солнце, и все встанет на свои места. Можем провести параллель вот как вот с этим ожиданием необходимым. Это имеется в виду, поскольку старший аркан, какая-то внешняя обстановка, и сколько ты себя не тормоши, может быть, чтобы ускорить какое-то дело, потому что рядом у вас два аркана, которые могут символизировать, как и чиновников, кабинеты, какие-то документы, согласования, подписания и так далее. Вот есть регламент, да, если вы хотите получить какой-то документ, может быть, быстрее, но тут примите во внимание, что тут от вас вряд ли будет что-то зависеть. Ну, можно себе помочь какой-то дипломатией, вполне вероятно, но сказать, что тут что-то кардинально вы ускорите, то скорее нет. И сами, мои дорогие, по части ваших, это ведь мы спрашиваем ваши проекты, достижения, планы. Вот, может быть, еще пока в планах что-то не прояснено. И я говорила, ваша задача уделять внимание вашему благополучию, доброе время. Но и карта Луна ведь тоже говорит о самосохранении. И вот эта покосившаяся дверь нам кажется странным. И вот это существо, которое рядом с дверью, это страж двери, хамелеон. И нам как будто для самосохранения нужно попасть в это помещение, которое находится за дверью. А это у нас прообраз Пизанской башни. И вроде бы, да, мы говорим, возможности к нам приходят иногда нелепым каким-то путем. Но и если посмотрим на Пизанскую башню, кажется, ну, а кто ее знает, возьмет да упадет. А тем не менее, столетия стоит. Поэтому здесь не все однозначно, как по Луне, мои дорогие. Но нам нужно попасть вот в эту крепость под названием Пизанская башня. Ну так, аллегорически. И ключей нет, а дверь есть. Но нам просто придется договариваться с хамелеонами. И это касается ваших проектов, желаний каких-то, достижений, у кого-то карьеры, у кого-то согласований в важных кабинетах чиновников или, может быть, даже с представителями власти. Для вас нет ничего невозможного. И я сказала, вы умеете слушать и слышать собеседника. Наверное, в эти месяцы у вас интуиция будет работать как на максимуме. И вы будете слышать, как растет трава. Буквально так. Вот это будет основная подсказка. Слушайте себя, и вы все сделаете правильно. Что же будет дальше? Что же, к чему дальше? Какое продолжение следует? Но, видимо, на август неоднозначный месяц, семерка жезлов, когда на нас пытаются люди именно воздействовать, чтобы мы с кем-то согласились или с чем-то. И нам человек, который показан на карте, даже сразу не понять, не то он закрывает грот большим камнем, не то открывает. И карта нам транслирует о том, что и в последующий период, как минимум на август, вот все те энергии, о которых мы сейчас с вами говорили в позиции июня и июля, вот на август вам это придется продолжать. И еще какая-то неопределенность будет присутствовать. Но вот эта защита, как в виде камня, не то открыли грот, не то закрыли, и кому-то мы доверяем, но жизнь такова, а кому-то и нет. Нельзя замечтаться, нельзя силы тратить попусту.
И время, и ресурсы тоже. Вот такое продолжение следует с заходом на август. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.